Вулканы. Как я уже говорил в предыдущем видео, именно они привлекли меня на Большой остров. Помимо подводного Махукона, здесь их еще 5, и 2 из них являются действующими – Мауна-Лоа и Килауэа. И именно Килауэа был моей главной целью. Но почему? Тут нужен контекст, поэтому погнали в 2018 год. Килауэа – самый активный действующий вулкан в мире. С 1983 года он непрерывно извергается в течение 35 лет. Лава вытекает из кратера Пуоо на юг. Особого внимания СМИ этому не уделяли, однако 30 апреля стенки и дно кратера разрушились, а с 3 мая активизировалась нижняя восточная рифтовая зона вулкана. Началось образование трещин в земле и извержение лавы в районе жилых комплексов Лейлани Эстейтс и Ланипуа Гарденс на юго-востоке острова. И вот такая активность уже не могла не сделать Килауэа звездой новостей. Я и сам помню, что даже наши СМИ уделяли немало времени этим кадрам. Как река из лавы поглощала на своем пути дома, машины, дороги, леса и стекала в океан. А путешествие на Камчатку в 2022 году по следам извержения Толбачика только укрепило мое желание увидеть, пусть и не расплавленную магму, но хотя бы следы эпичных извержений Килауэа. Тем более, что в 2024 году он опять проснулся и бодрствует до сих пор. Вот с таким бэкграундом я поехал утром 23 апреля в Национальный парк вулканов, в котором и находится кальдера и действующие кратеры Килауэа. Здесь, думаю, надо сделать короткое отступление к теории. Благо, остались кое-какие знания после посещения вулканариума в Петропавловске-Камчатском. В зависимости от состава продуктов извержения различают 3 типа вулканической деятельности. Эффузивный – вытекание лавы из кратера. Эксплозивный – взрыв с выделением пирокластики и кучей пепла. И экструзивный – выжимание вязкой лавы в виде купола. И есть такой индекс VEI – Volcanic Explosivity Index – показатель силы извержения вулкана, основанный на оценке высоты столба пепла и объема тефры. Причем соседние уровни отличаются примерно в 10 раз. Так вот, на Камчатке, например, извержения носят, как правило, эксплозивный характер и имеют VEI равные 2 или 3. БТТИ, большое толбачинское трещинное извержение в 1975 году, имело индекс 4. Так там тефрой засыпало все так, что местность до сих пор до конца не ожила. А извержения на Гавайях эффузивные, с индексом VEI равным 0 или 1. Этот тип извержения даже так и называют – гавайский. Когда тефра и пепла минимум, но зато много текучей лавы. Хотя упомянутый экшен 2018 года получил нестандартный для этих мест VEI равный 3. Короче говоря, извержение вулканов на Гавайях – это не так страшно и опасно, как, например, на Камчатке. И посмотреть на извергающийся вулкан могут не только специалисты, но и туристы. Вот это зрелище случилось всего через 3 недели после того, как я там был. С мая 2025 года Килауэа периодически радует зрителей фонтанами лавы, которые достигают порой высоты более 300 метров. Причем подобное последний раз было 65 лет назад. Мне в этом плане немного не повезло, фонтан из лавы я не увидел. Хотя впечатлений все равно хватило. От видов с края кальдеры, от вертолетной экскурсии и от прогулок по лавовым полям. Но обо всем по порядку. Начал я с места извержения Килауэа-Ики. В 1959 году оно оставило после себя здесь нехилую кальдеру размерами километр на 700 метров и глубиной 122 метра. Кстати, именно тогда здесь был фонтан из лавы высотой 580 метров, после чего подобных перформансов не было аж 65 лет. Мы сейчас у кратера Килауэа, большого, извержение которого было в 1959 году. И вот мы подходим и
Вот внизу это все застывшая лава. Давным-давно застывшая лава, но тем не менее. По ней, кстати, есть тропинка. Вот по ней можно прогуляться. После лавоводов на Камчатке здесь как бы ничто не предвещает того, что здесь что-то может быть подобное. И тем не менее, я вот сейчас спускаюсь по тропинке. Это дорожка к входу в лавовод. Пока это выглядит просто как дорожка сквозь джунгли. It's pretty long. It's about a couple hundred yards. Pretty cool in here. Yeah, pretty wet. This is cool. На потолки здесь уже пообтесаны все. Ну что, прошелся сквозь лавовод. После Камчатки, ну, просто никак. Камчатка, это прям действительно чувствуется, что да, вот здесь вот прошла мощь. Игольчатые потолки, вот эти все. Дикая, необузданная сила, которая там прошла. А здесь уже, ну, по крайней мере, может быть, потолки даже специально стесали, не знаю, но они достаточно такие плоские, ровненькие. Выглядит, в общем, просто как небольшая пещера. Возможно, конечно, дело просто в разных экосистемах. Но вот я сейчас нахожусь у кратера вулкана, который, по идее, все разнес здесь нафиг в 50 каком-то году, то есть 70 лет назад. И я помню камчатскую тему, где мы были около Толбачка, где вулкан 50 лет назад тоже разнес все нафиг. Но здесь жизнь уже, можно сказать, кипит и бурлит. И камчатская пустошь, где до сих пор, ну дай бог, мох появился и мышки ползают. Все. В общем, вулканы бывают совершенно разные. Вообще, Килауэа вулкан молодой и довольно активный. Вот на этой картинке хорошо показана вся та территория, когда и куда доставала лава из этого вулкана за последние 270 лет. Досталось почти всему побережью. Кстати, кратер Килауэа – это место обитания Пеле, гавайской богини вулканов и огня. Горячая девушка, однако. Но зато с поистине гигантским жильем. Кальдера Килауэа реально просто шокировала меня своими размерами. Ее дно – территория 3 на 4 километра. И именно в ней находится действующий на данный момент кратер Халемау-Мау. К нему близко не подобраться, а вот к краю кальдеры можно в двух местах. В одном прям буквально к самому краю. Ух ты ж, твою мать, как здесь высоко. Офигеть. Да, блин, видео точно такой масштаб не передаст. Но все в пару, конечно, чистого вида нету. Блин, но здесь высота, я не знаю. Метров 300, наверное. Охренеть, вот это край кратера.
Да уж, все то ли в облачности, то ли в пару. Возможно, что это пар, потому что вчера была очередная активность и выброс на Килауэ. Но не видно практически ничего. Все вот этой туманной дымке. Но размер кратера, он просто поражает. Он такой гигантский, это просто капец. Реально, думаю, кратер несколько километров. И это одна из причин, почему на фотографиях, когда я до этого гуглил это место, все выглядело очень плоским. Оно не плоское, оно просто настолько здоровое, что этот масштаб не передать. Все-таки здесь, похоже, была смесь пара и облачности. Вот облачность немножко сдула. И парение земли стало лучше, четче видно. Но вот в активной части, как было, мощный подъем снизу, так он и есть. Единственное, что удивляет, что запах сероводорода достаточно слабый, он еле-еле ощутим. После прогулки по краю кальдеры я помчал в Хило. Там у меня была запланирована вертолетная экскурсия к местам извержений Килауэа. Из-за облачности нам предложили было поменять маршрут на водопады и горы, но мы все же рискнули решить слетать туда, куда планировали. Yeah, everybody, can I get a quick thumbs up? Did everybody watch the safety briefing video? Sweet, awesome, and everyone's wearing their seat.
В общем, вертолетка зашла шикарно. Хотя до кальдеры Килауэа мы не долетели. Из-за вулканических выбросов полеты там были запрещены. А самые крутые впечатления ждали меня впереди. Дэвид, наш пилот, в ответ на мой вопрос дал 3 адреса, куда можно съездить посмотреть последствия извержений с Земли. И вот на следующий день, 24 апреля, я поехал по этим подсказкам. Новая дорога, проложенная через лавовое поле. Подозреваю, что это было как раз извержение 2018 года. И самое забавное, что уже на лаве спустя совсем немного времени появляются новые росточки. На Камчатке такого и близко не было. Первая локация – дорога Капохо. Место, где прошла настоящая лавовая река из разлома номер 8 извержения 2018 года. Во время вертолетной экскурсии это место меня сильно зацепило. И я как раз тогда спросил Дэвида, можно ли туда добраться на авто. После чего он и дал мне 3 адреса классных точек, куда можно доехать. Самый кайф, что это не смотровая площадка в парке, не туристический аттракцион. Это место, где просто живут люди. Ну а дорога прямо сквозь русло лавовой реки с дроном вообще смотрелась нереально круто. Вторая локация оказалась еще круче. Это кратер того самого разлома номер 8, откуда обильно вытекала магма. Основной источник лавы образовался прямо посреди жилых кварталов Лейлани Эстейтс. Конус вырос не маленький, прямо скажем. Мне его высота показалась метров 50. Ну и цветовая гамма и фактура земли здесь просто шикарны. И опять же, вокруг, по сути, никаких туристов и тишина. Идеальное место, чтобы почувствовать последствия природной стихии. Но меня больше всего поразил даже не размер или краски конуса, а то, что вокруг застывшей лавы осталось полно домов. Понятно, что во время извержения людей эвакуировали, но все равно, это ж какая была лотерея, проложит расплавленная магма свой путь через твой дом или нет. Хотя я слышал байку, что были такие, кто остался дома и наблюдал под пиво протекающее мимо огненную реку. Ну и реально, вот это сочетание застывшей черно-красной лавы и пышной нетронутой зелени буквально в метре от нее, это какой-то бешеный контраст. В общем, с Земли масштаб событий 7-летней давности произвел очень мощное впечатление. Третья локация была на берегу океана, но я до нее доехал не сразу, так как просто залип по пути на невероятные виды. Уникальное сочетание безжизненных камней, зелени и океана. Ну и дороги сквозь эти черные бескрайние поля меня зацепили своим колоритом очень сильно.
Финишной точкой и непосредственно третьей локацией стал пляж. Но пляж необычный. Возможно, 8 лет назад он был большой и популярный. Но сейчас от него осталась только небольшая коса из черного вулканического песка и камня. Потому что как раз здесь 7 лет назад расплавленная магма столкнулась с океаном. И в результате борьбы огня и воды победу одержала Земля. Именно в этом месте площадь Большого острова в 2018 году выросла на 3,5 квадратных километра. Да, вот так этот остров постоянно и растет в размерах. Через много-много лет эта безжизненная черная пустошь оживет. Берег покроется зеленью и деревьями, и люди даже не будут задумываться, что когда-то на этом месте земли вообще не было. Ну а я воспользовался возможностью и пошел прогуляться по границе между лавой и океаном.